И всем привет! Мы находимся на китайском сервере, у нас здесь 4-я воронка, и лига вчера закончилась. Для тех, кто не любит смотреть короткие ролики, да, на маленьком участке экранчика, давайте спокойно, неторопливо посмотрим, что за команды у нас были в топе. Не обращайте внимания на вот этот статус босса, да, это он сегодня сменился. Вчера у нас был нейтральный статус, вот такой вот, на увеличение урона на 10%, когда у нас связь стихии 5, и уменьшение получаемого урона на 10%. Какие команды справились лучше всего, он подходит очень даже неплохо. Итак, на первом месте я уже показывал, у нас здесь ворвалась аура. Для тех, кто не сильно разбирается в игре, сразу скажу, что вот этот вот состав и этот урон, это не показатель того, что аура тут очень сильная. Да, они могут выдавать этот урон, но обратите внимание, здесь у нас эксклюзивный герой поддержки. Причем со вторым пробуждением. Я еще ни в одной команде не видел, с аурой я имею в виду, которая наносит высокий урон, ни в одной команде не видел его без пробуждения. Это накладывает огромную проблему на то, чтобы эту команду собрать. То есть не думайте, что вам теперь пора бежать в баннеры с аурой и собирать ауру. Нет. Как вы его получите? Да никак. Такие герои получаются только за счет удачи. Удачи. У нас сейчас прошло около 10 сезонов с учетом старой версии игры. У меня до сих пор нету ни одного крисоса. Я сделал уже за последний год, да, вот новая версия игры, я сделал уже, наверное, 1010 круток. Ну, может, не 10, но около того. То есть очень много. У меня не выпало ни одного никакого крисоса. Ни в старой версии, когда у нас был стандартный баннер, ни в новой. Поэтому собрать плюс 2, это практически нереально. И поэтому бежать собирать эту команду, я думаю, что пока что рано. Ему нужно найти замену. Когда у нас на тест-сервере появятся условия, то есть 4-я воронка для начала хотя бы откроется, я буду искать замену. Да, они не нанесут столько урона, но хотя бы что-то приблизительное, возможно, что я выкручу. И также учтите, что здесь у нас новая эксклюзивная героиня, да, с 3-м пробуждением. 2-е и 3-е пробуждение дает большой прирост к урону этой команде, поэтому... в общем, не делайте это из этого повод бежать в какой-то баннер и тратить ваши круточки, ваши гелиолиты. Итак, команда, да, длительное предисловие. Я просто покажу их снаряжение для того, чтобы был ориентир, как их одевать в 6-м сезоне, который у нас начнется уже вот-вот. Здесь вся команда служит одной цели. Дать ей максимальный прирост по урону и, соответственно, обеспечить живучесть команды. Здесь у нас колокольчик, он там, насколько я помню, увеличивает наносимый урон. И возможно, что он лучше подходит, чем их артефакт их школы, крылышки вот эти. Такой набор талантов, кстати, обращу внимание, даже не эксклюзивный, по-моему. Да, не эксклюзивный. Талант выбран. Так, и еще раз, 50 тысяч, 100%, 280 плюсом, да, 3700. Здесь у нас Скар, он там кучу всего дает, с помощью своего там боевого, с помощью пассивки. Здесь еще, да, то есть сильный очень герой поддержки, который обеспечивает живучесть всей команде, но его получить будет крайне сложно. Также видим донатный артефакт здесь у нас, который еще на 10%, а нет, на 15%, снижает получаемый урон, понятно. И код вот такой. Гораздо более интересно посмотреть реальные команды, которые возможно собрать. Эту команду можно собрать. Волка, сложно, но можно получить. На старте сезона у нас будет баннер с 2 эксклюзивными героями поддержки, в том числе Волк. Волк будет и Бип-Бип. И поэтому, 1000 призывов накопить. Реально, да, сложно, очень сложно, но реально. И получить его можно. Неустрашимые здесь одеты, соответственно, вот так вот, да, обычная настенка, правда, плюс 5. Здесь у нас Волк. Что у него здесь в приоритете? Просвещенность, так как он лечение обеспечивает, здесь у него просвещенность. Маштур. У него здесь точность, немножечко просвещенности он где-то получил. И в принципе все. Защиты у него плюс 2000 видим. Очков здоровья не то чтобы много, больше ничего здесь нету. Живиньев. Очень высокие характеристики. 6000 плюсом атаки, это очень много. 270, защиты 1000. Скорость атаки минус 0,53. Кульвида, новый герой неустрашимых, который появился, по-моему, вчера либо позавчера на китайских серверах. Здесь у него точность, потому что разлом у него 5 ударов с абсолютного навыка. В остальном он здесь критический шанс ей практически не сделал, критический урон каким-то образом зачем-то собрал. Я не помню, она вроде бы критический шанс не добирает, поэтому главное, я так понимаю, свойство у нее это разлом, накладывать разлом.
Время 12:20 у нее абсолютного навыка. Кстати, это первый, по-моему, неустрашимый, кроме Небесного Аскета, который бьет по площади. Так мало того, еще и 5 ударов она делает. Так мало того, еще и контроль накладывает случайный. И ослабление к урону от молний на целых 30%. Это кошмар. Сильная очень эксклюзивка, ее надо будет получать по-любому. Вот такой вот питомец-голем. Здесь у нас расположилось на том же уровне разъедания. Причем с рейтой и Сецидис плюс 5. Сецидис плюс 5. Ничего себе, плюс 6000 атаки, 300% критического урона. Да. И только 9400. Тоже новый артефакт. Кстати, Сакредея у него чисто в атаку. Никакого критического урона, крит шанса, что очень странно. Не совсем понимаю, почему он ее так одел. Точнее, совсем не понимаю. Здесь он, видим, что он вроде бы соображает, да, как одевать разъедание. Почему он сделал вот так? Не совсем понимаю. Какой-то хитрый план. Рейта у него почему-то без крит шанса совсем. Тоже непонятно. На ракушке она, да? И Филоси опять в деле. Здесь у нее просвещенность. Ну и в принципе все. Ну и ускорение 56 видим. Это у нас кот. Здесь у нас опять разъедание. А ну-ка. Ну здесь уже более-менее, да, одет. Плюс 5000. Ну хотя бы что-то похожее на нормальное снаряжение. Единственное, что почему он... Ладно. Здесь вот такой вот. Сецидис. 426 просвещенности. Кот. Еще одна команда. Здесь уже мало критического урона. Здесь тоже, опять же, непонятное все в атаку. Ладно. Вот этот вот вариант меня больше всего заинтересовал, потому что Настенка здесь не плюс 5, а наносит урон, сравнимый с вот этой командой первой, да, которую я показывал. Тут у нас и эксклюзивка дополнительная, и Настенка плюс 5, а урон, можно сказать, такой же. Причем одета команда тоже необычно. Я имею в виду вот Настенка. Вообще урона нету, она на заливке. Это что такое? Я не знаю, но урона выдают ой-ой-ой. Ни артефакта, ни ее, ничего. Она превратилась в героя поддержки. Ну, либо второстепенного героя неустрашимых, как, допустим, был Таривол, либо Судха. Здесь у нас главный ДД Живеньев. Волк с посохом. 92 ускорения. 400 почти просвещенности. Защиты не то чтобы много, очков здоровья не то чтобы много. Эстайон, защиты побольше. И куча здоровья. Причем сопротивления нету. Но его это как-то, видимо, не волнует. Интересно. И Кульвида. Кульвида тоже тут одета просто в точность. И 2 кусочка сета здесь. И вот эти мифики здесь. То есть во что попало одета. Защиты плюс 2000 видим. Необычный такой снаряжение. Но при этом хороший результат. Это наш игрок. По-моему, топ-1. У него здесь только 8700. Хотя вроде бы Сецидис уже неплохо, очень даже одета. Рук уже неплохо одет. Сакредея опять плохо одета. Тоже все в атаку. Почему они все в атаку одевают? Я не совсем понимаю. Здесь у нас Рейта. Тоже крит шанс маленький. Крит урон вообще никакой. Атаки почти нету. Но, видимо, с Филоси у них живучесть с запасом, может, поэтому они здесь не особо напрягаются с Рейтой. Потому что нам приходилось, когда у нас Джорн был, нам приходилось ей прям выкручивать критический урон, атаку, все вот это вот. Ледяной взрыв, 8300. Опять же, да, нейтральный баф, ну, как статус у босса был. Тоже все в атаку. Неплохо уже собрал он ее. Правда, лечение здесь. Ну да, лечение, все правильно. Подождите-ка, а зачем здесь лечение? Здесь ничего себе. Такой состав. Здесь нужно вот это лечение разве? И здесь лечение.
Очень много атаки, но очень мало критического шанса и критического урона. Ну, может быть, снаряжение просто еще не собрал. 420 просвещенности. Ну, я так понимаю, на этом все, потому что лучший вариант мы здесь не увидим. Обращу внимание, Фредгунда плюс 5. То есть такой урон, близкий к топу, они выдают только с Фредгундой плюс 5. Рейта плюс 3, ничего себе. 7800. Настенка плюс 5. 7500. 7300. Обращу внимание, что ауры больше у меня здесь ни у кого нету. Так и остался ледяной взрыв в топах. Правда, у всех Фредгунда плюс 5. Ну и на этом все, потому что больше здесь показывать нечего. Вот это вот вне лиги, это наш сервер сегодня. Ну, кстати, 9300. Потому что баф сменился. Здесь урон будет совсем другой уже. Баф здесь сменился. Возможно, что здесь урон холодом, я не переводил. Ну вот такие вот у нас топы сейчас в лиге. В Китае. Посмотрим, что будет дальше. Ведь у нас по сезону еще появится новый эксклюзивный герой дикости. И может быть у нас здесь даже дикость еще повылазит. Так что интересно, будем посмотреть, так сказать, что у нас там дальше будет. На этом все. Всем спасибо и всем пока.